что-то скребет по железу. Совпадение? Не думаю. Вот такой вот сплющенный баллончик. Фу, говно! То ли огнетушитель, то ли баллончик. Ну, в принципе, сейчас мы это закидаем обратно. В принципе, что-то есть. Можно тут походить. Ну, это все, конечно, бытовуха. Я-то надеялся на сельскохозяйственный лом. Типа отвалы, плуги, бороны. А тут бочки, ведра до огнетушителей. Фигня. Фак, что вообще происходит? Так, а вот эта ребзи уже хорошая находка. Рядом со сплющенным вот этим баллоном лежали вот такие, как они называются, забыл я, чугунные, короче, колосники, колосники. Четко. Вот такой вот чугунный колосник. Его, кстати, можно прибрать. Он тяжелый, не меньше 10 килограмм, то есть 180 рублей. Да, кое-чего я сегодня нашел, как ни странно. Ну-ка еще пошукаем, может еще что есть. Что это было, блядь? Вот тут тоже что-то есть. Ладно, сейчас выкупаю, покажу вам. Нет, ну это ребзи всего лишь старое ржавое ведро. Я не понимаю эту. Я просто не понимаю. Колосник, кстати, надо забрать, припрятать, он ценный металл. Остальное, конечно, фигня. Но вот колосник это хорошо. Сейчас еще здесь немножко подшуршу с металлоискателем. И все это прикопаю обратно. Тут тоже есть сигнал, ребята, сейчас выкопаем. А эта ребзя оказалась обычная. Вот такая вот латунная консервная банка. Да, это жестко. Вот почему я не люблю копать помойки. Потому что очень много сигналов. На всякую ерунду. И это точно. Ладно, сейчас здесь вот пошерчу немного и пойду то озеро искать новое, которое покрупнее этого. А это находится вот здесь, вот прямо идешь и на него выходишь. Так, ну что, ребят, с металлокопом, наверное, на сегодня я заканчиваю. Зачем? Какого хуя? Особо ничего ценного не нашел, кроме обломка колосника. Вот только везет немногим. Кстати, там, где один обломок, должен быть и второй. Обычно так говорят, но что-то я его... Вот здесь вот я его нашел. Должен быть второй, но второго нет, ребята. Второй или кто-то вытащил до меня, или вот он находится под этой кучей вот. Вранье! Вот, кстати, вот сигнал ребзи, вот тут вот. Вот тут вот сигнал есть. А, это банка.
Это ребзя, вот это вот консервная банка. Говно, залупа, пенис, хер. Еще один знак мне, что пора заканчивать металлокопом на сегодня. Пора остановиться! Ну как заканчивать? Я пробегу вдоль поля вон до туда. И может успею озеро найти, хотя вряд ли. Сегодня я нашел вот такой вот баллон. Вот такой вот колосник хороший. Колосник, кстати, надо перепрятать. Колосник и баллон можно взять. Колосник и баллон взять, всю эту шелуху здесь оставить. Вот банка. Просто дерьмище! Вот такая алюминиевая, кстати. Из-под сельди, наверное. Да, это была она. Сказочный долбоёб. Это была она, ребзя. Ну все, пошли на север. Вот туда тебе идти, нахуй! 2 hours later. Ну что, ребзя, прошелся я вон от той вон точки выступающего мыска, где туалет стоит, где я припрятал металл сегодня найденный, вдоль вот этого перепаханного поля. Ни одного сигнала, ребзя. Сука! Вон это, кстати, мой дом, крыша моего дома торчит. Мой самый крайний дом в деревне. Так, это вот еловый лес. И вот я по карте смотрел, вот там должно быть озерко такое. Типа прудика. Пробегусь-ка я туда, ребзя. Ну что, ребзя, наверное, вы мне не поверите, но я его все-таки нашел. Ты космос, детка! Вот, вдоль этого леса прошел. Так, лопату металлоискатель тут оставляю. Чтобы не потерять, запомню, вот справа 4 метра. Ну, не потеряешь. Так, спускаемся. Как я и говорил, по карте вдоль хвойного лесочка и выходим вот на это вот озерко. Ну, оно, кстати, я бы не сказал, что больше того, на котором мы с вами сегодня были. Примерно такой же. Ну, такой же, не такой же, но рыба здесь может быть. You serious? Оп. Вот такое вот озерко. Да, оно, пожалуй, даже поменьше будет того. Ну, ты знаешь, кора здесь тоже может быть. Запросто. Нет. Так, подняться надо вот отсюда надо подняться. Где березки стоят две. Да, вот такое вот болотце. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас утонем. Вот. Вот. Вот он, камыш, рогоз. Ну, да, оно, по идее, может быть гораздо больше, если его все затопит. По идее, да, если все это затопит, оно будет больше гораздо того озерка. А так оно даже меньше его. Вот мы его, считай, кругом обошли.
Так, а оно у нас похоже на этот, на пруд или нет? Вот из него ручей выходит. Вот он пошел. Пошел. И вот в это озерко пришел. Да, если все это вот покрыть водой, будет довольно большое озеро. Ну, что-то это больше на озеро похоже, чем на пруд. Послушайте, это же бред. Ну ведь бред. Послушайте, что вы несете? Что вы такое сочиняете? Я не могу понять. Ну бред же, ну бред. Кстати, тут тоже может быть рыба. Еще 2 кандидата на проверку на весну. Зимой-то уж я не буду тут ходить, наверное. Бесполезно. Да ладно. А кто его знает. Если щучка есть, с балансиром походить, милое дело. Так, ну что, прогулялся я вдоль южного берега этого озерка. В принципе, судя по площади, по яме, оно могло быть раза в 2,5 больше. Просто ему воды не хватает. Ну, карты не врали. Самое главное, оно есть. Оно есть, оно не может не есть. Да что ты, черт побери, такое несешь? Вот так вот прогуляемся. Вот, кстати, где заканчивается еловый лес. Тут уже начинается березняк. Но березняк молодой, поэтому на чагу ребзи не рассчитывайте. Никакой чаги здесь нету. И я нахожу этому все больше подтверждений. Во всяком случае, я ее не вижу. Вот, и дальше все березняк идет. По карте надо посмотреть, что там еще интересного есть. Пока только вот такие вот полосы овражные. Овражные полосы. Вот. Выходим на северный берег этого озерка. Ну, если длинную удочку взять, я думаю, можно позакидывать. Вон туда выйти в больших сапогах. И вон туда покидать. Запросто тут может быть щучка и карась. Изи. Я в таких мелких озерах, кстати, ловил много карасей. И не маленьких даже. И щучек, и карасей. Все здесь может быть. Но пока в здешних озерах я карася не обнаружил. Только линя и щучку. Что довольно странно. Ни ротана нету. Ни карася, ни золотого, ни серебряного. Ни щучки. Нет, щучка есть и линь есть. Нету карася, окуня и прочей рыбы, которая должна быть. Ротана того же. Как ж так вышло-то, блядь? Ладно, все, ребята, пошли домой. На этом съемку я заканчиваю. Давайте, пока. Раунд!